Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня у нас будет интереснейший видеоролик, потому что мы с вами из крымской весны переместимся прямиком в крымскую зиму. Сегодня у нас 23 марта 2021 года, температура воздуха плюс 8 градусов, конкретно на этом месте, а мы сейчас движемся к водопаду Учансу, посмотрим, насколько там много воды, либо ее стало меньше, а позже мы поднимемся на вершину горы Айпетри. А там, что вы понимали, сейчас лежит снег, поэтому ролик будет такой насыщенный, я надеюсь, и интересный. Как всегда, крымская природа, друзья, завораживает. Тут здесь, смотрите, деревья, окутанные этим лианом, смотрятся, как будто мы попали в какой-то парк юрского периода. Честно говорю, такие ощущения у меня. В общем, так, испытываем новый микрофон. Я не знаю, как он будет записывать, поэтому пишите в комментариях, как вам звук, но на ветру, надеюсь, он будет все хорошо выдерживать. Ну что, давайте посмотрим на водопад Учансу. Конечно, крымская природа завораживает. Посмотрите на эти вековые сосны. Они высокие, метров здесь по 15-20, друзья. Смотрите, какая здесь красота. Я уже слышу шум водопада. Давайте подойдем поближе, все детально разглядим. Сегодня, кстати, много здесь отдыхающих. Меня уже встретило несколько моих подписчиков, которые благодаря мне, сказали, приехали в Крым. Очень довольны остались. Посетили гору Медведь в поисках подснежников. Говорят, что очень сложно туда спускаться им было. Так, друзья, но мы уже подходим. Слышите этот шум? Скорее всего, не слышите, потому что на мне петличка. Но сейчас подойдем поближе, покажу вам все. Сначала природу, смотрите на эту природу, друзья, она просто шикарная. Люблю Крым. Посмотрите, какие здесь сосны, какие деревья. На склон вон туда посмотрите. Просто красота. И вот он, наш водопад Учансу. Считается самым высоким водопадом Крыма, но не самым полноводным, потому что самый полноводный это Джурджур. Высота этого водопада где-то 98 метров, если его правильно измерили, конечно. Подойдем максимально близко. Ты что, не подошел к водопаду? Всем привет. Да я уже подошел. Что ты сухой, там должны мокрым быть. Да я тоже думал, что сейчас меня забрызгает, но на самом деле меня даже там ни одной капельки на мне не было. Мы сейчас посмотрим. Вот так, друзья, выглядит водопад Учансу. Посмотрите, ну вода есть. Как видим, снег начинает на вершине горы таять, и водопад пополняется водой. Надеюсь, та вода попадает в какой-то водозабор, чтобы просто не уходила в море. Но вот такая красота. Давайте максимально близко подойдем. Ой, здесь уже чувствуется микрокапельки в воздухе летают. Вот, друзья, смотрите. Просто невероятно. Такого летом вы не увидите, потому что летом водопад, скорее всего, пересохнет, как обычно это бывает. Только после хороших дождей будет он здесь. Поэтому стоит еще разочек приехать в Крым весной, чтобы посмотреть на этот водопад и насладиться его красотой. От него прям дует такой ветер с микрокаплями. Красота, в общем. Смотрите. Ну что, мы с вами отправляемся на вершину Айпетри смотреть на крымскую зиму. Сейчас по пути покажу вам дорогу, насколько она красивая в это время года.
Ну что, как я и обещал, мы с вами переместились прямиком в крымскую зиму. Друзья, мы уже подходим к серебряной беседке. Сейчас вам ее покажу. Ну, посмотрите, какие здесь уже виды открываются. И вот он, настоящий крымский снег весной. Правда, он такой, снег покрылся коркой, посмотрите, потому что здесь был мороз, дождь, все это вместе. И вот такой здесь крымский снежок. Но место, конечно, замечательное. Приехало сюда много людей, много машин, штук 10-12 вот здесь стоит. Все едут сейчас на Ипетри, чтобы полюбоваться последним снегом в Крыму. Но в этом году я думаю, что это действительно будет последний снег, потому что уже апрель, в апреле все уже растает. Но бывали случаи в истории, что когда в апреле заметало еще посильнее, чем зимой. Ладно, давайте отправляться до серебряной беседки. Покажу вам, какие с ней открываются шикарнейшие виды на Ялту, друзья. Сегодня у нас замечательная солнечная погодка. Видимость отличная, но на вершинах гор есть тучи. Поэтому не знаю, как мы увидим ли мы зубцы Ипетри, либо нет. Покажет время, когда мы туда доберемся. Вы только посмотрите на это зрелище, друзья. Посмотрите, вершины крымских гор, все в снегу. Посмотрите, как там лежат тучи. Зрелище просто невероятное. А внизу весна, там все зеленеет, цветут деревья, но в горах у нас здесь снежок. Посмотрите, какие сосны. Это сосна Станкевича, потому что, видите, как у нее растут необычные ветки под углом 90 градусов. И, как видим, они все на одной стороне, на стороне рассвета солнца, они тянутся к солнцу. И чтобы выжить, им приходится питаться энергией солнца и тянуть веточки свои к нему. Вот так, друзья, здесь очень красиво. Посмотрите на это небо, просто какая-то фантастика. Ну, конечно, крымские горы, такой пейзаж. Вот это, кстати, перед нами хребет Таракташ, который вот в Ялтинске. У нас в Судаке тоже есть хребет Таракташ. Там я был однажды, у меня есть видеоролик оттуда, но тогда мы ходили с вами, когда была теплая погодка, была осень, но она теплая была. Это еще, помню, в футболочке там ходил. Ладно, давайте отправляться к беседке, посмотрим виды с беседки, они там получше открываются. Смотрите, друзья, снег. Много очень людей, блогеров, все инстаблогеры сюда сегодня съехались, чтобы позаписывать себе сторисы для Инстаграм и интересные посты. Смотрите, сколько машин, и только на беседке ветров. Что будет на вершине Ипетри, я даже боюсь себе представить. Вот мы приближаемся уже к серебряной беседке. Сюда любил приезжать царь, он здесь встречал рассветы, друзья, брал с собой чайный столик, пил чай и встречал рассвет. Солнышко здесь встает прямиком из-за моря, это все видно. И почему она названа серебряной? Потому что утром здесь на ней ее покрывал иней, и под лучами солнца казалось, что она вся в серебре была. И из этого ее прозвали серебряной. Видимо, она уже такая старенькая, требует реставрации небольшой. Но, конечно, с ее открываются шикарнейшие виды на Ялту и на все окрестности. Сейчас я вам это все покажу. Видим, здесь уже туристы у нас делают все фоточки. Заходим в беседку, посмотрите, какая красота. Как она сейчас выглядит. Но самое интересное, это, конечно же, виды, которые открываются с ее смотровой площадки. Это просто какие-то фантастические виды. Только вот ради этого стоит приезжать в Крым, чтобы посетить эти шикарные места. Главное нам сейчас не подскользнуться, потому что тут везде лед. Ой! Смотрите, друзья, как сосна смотрится на фоне гор в снегу. Это просто невероятно. Согласитесь, вот такие красоты я люблю, обожаю крымскую природу. И здесь прямо аж дух захватывает. Посмотрите над Ялтой, какие там тучи. Наверное, скорее всего, сейчас даже дождь пойдет. А у нас здесь пока еще светит солнышко. И, конечно же, эти прекрасные виды. Я прям в восторге. Внизу у нас сосновый лес. Он смешанный, сосновый и лиственный здесь. Но виды прям впечатляют. А мы еще не поднялись на вершину. Интересно, как будет там сегодня. До зубцов попытаемся дойти с вами. Посмотрите, друзья, сосна Станкевича. Просто нереально выглядит. Очень красиво. Вот вам еще немножко беседки. Просто невероятно. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в закрепленном комментарии, потому что я снимаю туда сторисы и выкладываю в режиме реального времени. Если хотите знать, где я нахожусь, залетайте ко мне в инстаграм. Друзья, ну просто я прям не могу нарадоваться этой природой. Обожаю Крым с такой шикарнейшей природой.
немного вам вот такого ракурса. Посмотрите, здесь можно сделать шикарнейшие фотографии для своего инстаграм-профиля. Но главное, будьте аккуратны, потому что здесь даже камни, они очень скользкие. Тем более сейчас в такое время, когда все мокрое, все в снегу, все покрыто льдом. Но, друзья, оно того стоит, чтобы сюда заехать, чтобы полюбоваться этими видами. Теперь я понимаю царя, который сюда приезжал и любовался рассветом. Рассвет, наверное, здесь самый живописный, который только можно представить. Когда появится у меня машина, мы с вами снимем лучшие кадры из Крыма. Поверьте мне, вы еще про меня вспомните. Смотрите. Вот такая красота. Ладно, ну а мы с вами отправляемся на вершину горы Айпетри, посмотрим виды оттуда, поднимемся к зубцам. И я надеюсь, что удастся запустить квадрокоптер, если там будет, конечно, не сильно минусовая погодка. Но полетаем, мы должны снять зубцы в снегу. Все, друзья, отправляемся на вершину Айпетри. Думали, зима закончилась, но не тут-то было. Мы поднялись на вершину Айпетри. Здесь такая красотень. Зимой такого даже не было. Сосны, на них просто килограммы снега. Сугробы практически по колено. Мы здесь ходим. Посмотрите, какой лес. Как будто из какого-то фильма, друзья. Честно вам скажу, даже зимой вот такого снежного леса не было. Просто какая-то фантастика. Тут все, вон, смотрите, на чем ездят. Как называется штука? Снегоход, друзья. На снегоходах по Айпетри сейчас ездят. Внизу цветет миндаль, чтобы вы понимали, в Крыму, где возле моря. Но здесь настоящая крымская у нас зима. Вот такая весна в этом году, конечно. Пробираться сквозь эти заснеженные деревья просто, друзья, круто. Я не знаю, как вам передать все эти ощущения. Это намного круче, чем было зимой. Зимой таких деревьев пышных, согласитесь, не было. Вот вам и крымская весна, друзья. Смотрите на эту красоту, на всю. Я иду тут сугробы мне по колено, конечно. Сейчас ноги будут все мокрые, но ничего. Смотрите, как это все круто. Я надеюсь, вы максимально поддержите этот видеоролик, потому что, ну, такую красоту вам точно, я думаю, еще никто не показывал. Бродить по вот такому лесу одно удовольствие. Посмотрите. Конечно, сейчас бы еще встретить дикого кабана. Они здесь на вершине Айпетри бегают, и олени бегают, и косули. Это было бы вообще, конечно, круто. Надеюсь, что мы встретим. Посмотрите на эти деревья, друзья. Честно, я очень доволен, что мы сюда сегодня попали, потому что такой красоты я еще не видел, честно вам скажу. Очень круто. Ну и еще сниму для вас немного просто леса. Давайте пройдемся здесь. Посмотрите, какой заснеженный лес на вершине Айпетри, блин, сугробы, чтобы вы понимали, реально по колено, друзья. Ой, я чуть не упали с вами. Вы только посмотрите на эту зимнюю сказку. Это просто какая-то фантастика. Все деревья в снегу. Ну, блин, я честно, такого зимой такого не было, такой красоты. Кто сейчас в Крыму, срочно езжайте на Айпетри, потому что вы увидите все вот это вживую. Поверьте, вживую это смотрится намного интереснее и красивее, чем на камере. Посмотрите. Друзья, ну кто еще вам такое покажет экстрим-контент из Крыма? Поднялись на обычной легковой машине, но у нас еще зимняя резина была, поэтому нам удалось подняться. Если у вас летняя, даже не вздумайте сюда соваться, потому что дорога на поворотах очень-очень сложная. На зимней еле поднялись сюда. Смотрите. Конечно, Крым впечатляет, что я могу сказать. Такие кадры, это прямо редкие кадры для нас. Я думал, что лучший зимний ролик в Крыму я уже снял. Оказывается, нет. Вот он, друзья, лучший зимний видеоролик весной из Крыма. Конечно, выглядит все невероятно. Мне даже слов не хватает, чтобы вам все это описать. Всю эту крымскую красоту. Посмотрите. Согласитесь, что это очень круто. Так, нам нужно найти срочно дикого кабана, чтобы его тоже подснять. Либо косуль. Потому что в такой сказке заснять их, это будут шикарнейшие кадры. Ну, конечно, здесь холодно, я скажу вам, где-то минус 5 градусов точно есть. Сейчас посмотрим в машине, там температуру показывает, сколько здесь градусов. Хочу еще дойти до вот этого соснового леса, чтобы пройти среди этих сосен в снегу и максимально запечатлеть эти кадры на будущее, сохранить их, так скажем, для истории. Потому что такая погодка шикарная. Смотрите.
как все это красиво смотрится. Просто невероятно. Согласитесь. Особенно вот этот лес у нас. Весь в снегу. Куда едешь? Сейчас, секундочку еще. Так, друзья, все, мы, кажется, застряли. Видите, с летней резиной все не соваться. У нас зимняя, мы здесь на зимней не можем нормально проехать. А если у вас будет летняя, вы точно не сможете заехать. В общем, красота Айпетри поражает, честно вам скажу. Аж дух у меня вот здесь захватывает. Но мы движемся к зубцам. Надеюсь, вид на них будет открыт. Кабанчика великого увидеть. Для видео или для старости? Видео. Дорожку поснять. Видео пускай донатят нам на хату. Ну что, друзья, мы приехали, как говорится. Машина наша не справилась даже с зимней резиной. Сейчас нас будут вот доставать на тросе. Конечно, жесть полная здесь творится. Холодно, но очень красиво. Так. Блин, тут даже мой микрофон такой ветер не спасет. Что скажешь? Ну что делать? Застряли. Бампер сломали. Донатим на бампер, короче. Бампер тоже, друзья, пострадал у нас. Так, вон у него. Еще немного. Еще. Хорош. А еще давай, чуть-чуть. Все. Ну что, А? тихонько, наверное. Вот именно, блин. Не как что в видеороликах получилось. Ну что, друзья, давай по чуть-чуть. Да, он жмет. Мы выбрались. Ура! Вот такое, друзья, бывает, когда едешь в горы на машине весной в Крыму. Спасибо большое. Че наш план действий дальше? Ну что, друзья, план действий. Едем или идем пешком? Идем пешком. В общем, друзья, это будет холодный поход пешком. Надо показать, как мы. Бампер наш, друзья. Сегодня мы покатались, Покатались, короче. Машина наша сегодня очень пострадала. Все. Что вы понимали. Такая трещина в бампере. Собираем на новый бампер для машины теперь. Номер тоже у нас отлетел. Поэтому вот такие бывают опасные поездки в горы. Ну что, сейчас мы отправимся дальше до зубцов Айпетри пешочком. Я надеюсь, мы дойдем туда. Дойдем. Конечно, холодно. Сколько там мороз? Где-то минус 5-7 градусов. Очень холодно. Еще дует ветер. Люди все после нас начали разворачиваться. Дальше дороги нет. А нет, одни смельчаки нашлись. Да? Вы туда поедете? Давай. Я отъеду сейчас. Давай, отъезжай. Стой, трос. Я его сниму. Ой, фак. Все, стой. Друзья, руки мерзнут просто. Так, люди собрались все-таки преодолеть эту ямку и проехать по этой дороге на зубцы. Вы поедете? Давайте. Ну что, второй пошел. Сейчас, походу, мы их будем доставать. Так, смотрим. Они взяли чуть правее. Мы нет, наверное. Мы вам поможем, если что, вас вытащить. Надо вместе ехать. Конечно. Тут вроде происходит.
Ой, друзья, контент вот такой бывает на iPetri. Давайте. Так, стойте. Сейчас смотрим, как они справятся с этой. Ну, блин, а там ямка, конечно. Ну, проехали нормально, в принципе, выехали. Значит, и мы сможем. Ага, а здесь что они? А? Сейчас это делаете. Вы не спрашиваете, вы думаете, вы дальше проедете. Это раз. Вы назад здесь уже не пройдете. Оптимальный вариант, люди оставляют и идут пешком. 900 метров осталось. Именно такую мысль я сейчас согреваю в голове. Так нет, дело в том, что перед вами две полноприводные машины здесь вот сели. Да, надо назад и чуть-чуть стянуть. Совсем немного. Я Потому думаю, что не стал выбрасывать. сейчас В общем, до Зубцов придется идти пешком. ходим пешком. Мы крутые. Идите пешком. Так много. Так. Ну что, друзья, сейчас уже мы будем доставать другую машину. Дальше идти, проехать не получится, придется 900 метров идти пешком по морозу, по снегу, по ветру. В общем, трэш-контент к нам подоспел в Крым. Поддерживайте максимально этот видеоролик своим лайком, комментарием. Подписывайтесь на канал, потому что такого больше вам никто вообще в Крыму, я думаю, не покажет. Да, но зато красивая природа. Тебе нужно еще дальше доехать. Блин, ты меня должен скорректировать, а то сейчас опять сам сяду в эту. А как тебя скорректируют? Сейчас ты сядешь? Ну вправо, влево, ты там говори куда. Мы можем на 2 троса подцепить. А? Или либо... Вот сюда только доехать. У тебя есть еще один трос или? Нет, троса еще одного нет. Но этого вот сюда хватит, если вот сюда доехать. Да, все. А тут уже некуда. Так, скорректируйте его, чтобы он тут не заехал в яму. Да. Да, отлично. Еще чуть левее руль. Все, прям едь. Все, теперь прям выпрями и прямо едь. Выворачивай направо. Выворачивай, прям выворачивай. Все. Так, и хватит троса. Назад и все. Прям, да, давай еще. Тут свободно и твердо, тут ямы нет. Все. Где там трос был? Вот он. А вот он. Ну, друзья, вот такой у нас контент сегодня получается. Экстрим контент. Контент. Так, тебе нужно тоже что-то было подснять. Включай GoPro, держать ее буду хотя бы. Ну давай. Может потихоньку натягиваться. Сейчас. Запись поставь. Так, давай тоже садись. Ну да, конечно. Ну что, друзья, застряли на iPetri. Сначала нас вытащили тросом, теперь уже мы вытаскиваем тросом. Какие движения. Я люблю это. Оффроуд. Так, ты только не резко. О, хватит. По чуть-чуть. Подожди. Давайте, назад сдавайте. Так, стой. Резко не нужно. Трос порвется. В общем, друзья, вот такая жесть происходит прямо на глазах у нас. Что делать? Так надежно сейчас будет. Давай. Ну что там? И еще. Пока ничего. Сейчас люди приехали на... А? По чуть-чуть, давай. Все, дернулась. Друзья, полный трэш происходит у нас здесь на горе. Давай. У-у-у!
просто. Выехали. Все! Ура! Выехали. Ой, ой-ой. Все, пошлите пешком. Да, да, Держи камеру. друзья, вот такой Все, вытянули вторую машину. А сейчас все дружно пешочком на Петре. Да. В какой мы сегодня сказке. Друзья, на улице ветерок. Надеюсь, он сильно не задувает в наш микрофон. Но посмотрите, какая же здесь красота на Петре. У меня просто слов нет, чтобы вам все это описать. Очень круто. Очень красиво. Там с нами тоже вон люди из машины решили пройтись пешком 900 метров. Но до Зубцов еще подниматься, там метров, наверное, 200-300 будет в горку. Но ничего, мы справимся. Мы приехали снять все самое интересное среди вот такой шикарнейшей крымской красоты. Ну просто, друзья, кадры на миллион лайков тянут. Смотри, какая красота. Жаль, что дикого кабанчика не встретили. Но мы под него, наверное, не убежали по таким сугробам. А так был бы еще нам контентик интересный. Смотрите, на соснах прям сосульки висят. Холодно. Еще от МЧС только что пришла смс, что ожидаются осадки сильные, сильный ветер. Поэтому мы не остановились на этом, не развернулись, не поехали домой. Мы идем только вперед. Нам нужен самый экстремальный контент в Крыму. Мы же на самом экстремальном канале, если вы вдруг забыли, то вот, друзья, получайте. Вот такая здесь красота. У меня просто эмоции переполняют меня. Не знаю, как вам их выразить. Нужно самим побродить по вот такому заснеженному лесу. И просто в голове не укладывается, что внизу спуститься к морю, там плюсовая температура, там цветут сейчас деревья, миндаль. В общем, цветы разные, подснежники. Но на Петре, думаю, не скоро здесь зацветет трава, потому что сугробы здесь хорошенькие. Но это большой плюс, потому что в Крыму нужна вода. Я думаю, этот снег растает, водохранилища пополнятся, либо водозаборы. Но Ялтинский водопад у Чансу точно будет полноводным на днях, когда это все начнет таять. Видите, как все идут, друзья? Холодно? Вот такой у нас тут лес. Просто, друзья, шикарно. Вокруг я себя ощущаю вообще не в Крыму, на каком-то северном полюсе, потому что в Крыму такое сложно, честно говоря, представить. Ну, идем дальше. Вот там люди уже какие-то навстречу идут. Сейчас у них спросим, видны ли там зубцы и Петри. И ходили ли они вообще к ним туда. Но мы в сказке. Я всегда мечтал побродить по такой погодке, по лесу. Посмотрите. Просто сосульки свисают с дерева. Здравствуйте. Там зубцы видны, Петри, или нет? Ну, видны, просто на них не попасть. А вы не подходили к ним туда, да? А там все снегом завалено. Ага, все снегом завалено. Понятно. Спасибо. Говорят, что все там завалено снегом, но мы с вами не боимся никакого снега. Мы отправимся прямо к этим зубцам. И я очень надеюсь, что тучка, которая впереди, она сейчас пройдет, пока мы дойдем туда. И удастся полетать на квадрокоптере, чтобы поснимать всю эту красоту с высоты птичьего полета. Уже подходим к канатной дороге. Вон, видите, желтенькое здание, там канатная дорога. Она сейчас, кстати, не работает, откроется уже ближе к сезону, к лету. Но вот так здесь красиво. Просто весь лес в снегу. Я не могу нарадоваться, честно вам говорю. Друзья, наверное, вам уже надоела зима, но для Крыма это прям редкость. Посмотрите, какие мы сегодня снимем эксклюзивные, шикарные кадры. Таких вам точно сейчас никто не покажет. Друзья, зубцы открылись, вон они. У-ху! Мы все-таки сегодня снимем с квадрокоптера, я очень надеюсь. Нам нужно подняться прямо туда наверх к зубцам и там уже запустить квадрокоптер и полетать на нем вокруг этих зубцов. Но здесь дорога как будто какая-то сказочная. Смотрите, я такое только в фильмах видел, когда вот так сосны были завалены снегом. Просто что-то невероятное. Ой, дорога, конечно, скользкая, идти не особо удобно.
машины сюда уже не доезжали, сюда доезжают на снегоходах только. Поэтому берите в аренду снегоход, мы не думались почему-то, и катайтесь здесь на снегоходах. Вот так, друзья, просто. Видите, впереди темно, это туча снеговая, с нее идет прям снег. Главное, чтобы она на нас не пошла сейчас. Смотрите, сосульки на сосне. Подошли к верхней станции канатной дороги. Вот так она выглядит, она сейчас закрыта. Даже кафешка, которая здесь находится, закрыта. Сейчас посмотрим, что там видно со смотровой площадки у нас. Я думаю, что ничего, потому что впереди у нас такая снежная туча висит прямо перед нами над обрывом. И она закрыла нам просмотр на зубце и Петре. Надеюсь, сейчас она пройдет скоро, и мы сможем ими полюбоваться. Так, ну давайте глянем, что там внизу. Мне кажется, там вообще ничего не видно. Так, друзья, смотрим, посмотрите, какие сосульки здесь. Прямо на этой крыше станции. Вот так висят. А внизу видно, кстати, видно города, видно тучу. Смотрите, я пройду. Смотрите, вот такой внизу лес. Там тепло, у них нет ветра. Но сегодня, походу, там не солнечно. Хотя в Ялте было солнце. Так, друзья, поднимается сильный ветер у нас. Не знаю, как будем двигаться дальше. Будем как-то выживать в экстрим условиях. Ни еды, ничего с собой, ни чая горячего не взяли, как всегда. Но это нас разве когда-то останавливало? Ветер прям хорошо так усилился. Становится очень холодно. Но ничего. Зубцы, к сожалению, закрылись этой тучей. Но сейчас ветер такой должен прогнать быстренько. Что скажешь? Как тебе погодка? Он вас обманывает. Мне пришло сообщение от МЧС. Я уже рассказал. Центра, что надвигается снежная буря. Потому мы находимся сейчас реально в опасной аномальной зоне. Сейчас туча пройдет. Скорость ветра будет 20-25 метров в секунду. Смотри-ка смотровая, друзья. Стой. Так, микрофон. Вот такая за моей спиной смотровая площадка. Открывается прекрасный вид на... Что это у нас, Семеист, наверное, или Партенит и Мисхор. Тут все, отсюда все видны поселочки эти. Большая Ялта. В общем, виды замечательные. Ну а мы что делаем? Идем? Идем на Петре. Идем на Петре, на высшую точку, на высоту 1300 или сколько? 234 метра. Что, друзья? Пойдем, холодно, ускоряемся. Пока не началась сильная метель, но мы должны попасть в нее. Это будет интересный контент. Вот так, друзья. Мы направляемся на Мы единственные блогеры, кто идет на зубце и Петре, потому что нет никаких следов, что кто-то туда еще ходил, кроме нас. Стой, я дорожку подсниму. Упали. Смотрите, вот она дорога. Она просто вся в снегу. Следов нет. И мы единственные, кто решили сегодня подняться на Петре. Несмотря на сообщение от МЧС, которое нам пришло, идем по сугробам. Сугробы, как вы видите, по колено. Это следы зайца. Или, да, стой, я подсниму их. Да, это зайчьи следы. Кто разбирается в следах, сразу скажет, что это зайчик. Он недавно тут пробегал, видите? По сугробам идти, конечно, очень сложно. Такого еще со мной в Крыму не было. Ой, и тяжело. Мы прошли только до начала подъема. Я уже очень устал. Сугробы по колено, ноги все уже мокрые, снег попадает в обувь, сразу там тает. Поэтому одевайте какую-то супер удобную обувь, чтобы с вами такого не случилось. Но смотрите, какой лес зимний, сказочный. Здесь, кстати, тихо, нет ветра. Такая красота здесь. Но мы сегодня должны покорить Айпетри в самом экстремальном, наверное, дне в году, когда этого никто не сделал, кроме нас. Ну, я не знаю, тут будет, мне кажется, спуск будет легче. Но я устал, мне уже жарко, нужно куртку расстегивать. Но пока не будем. Все, друзья, движемся вперед. Друзья, практически поднялись на вершину. Уже идем к самим зубцам. Здесь, конечно, вообще ничего не видно. Еще и в придачу сильный у нас ветер. Но все же надеемся, что туча сейчас это
рассеяться. Смотрите, за мной уже обрыв. Конечно, страшно близко подходить, потому что намело сугробы, и можно мимо скалы встать и упасть уже вниз. Но погодка, конечно, сегодня супер с этими видами. Так, дошли до такого места. Здесь летом был мостик. Вот, смотрите, какая здесь надпись. Подвесной мост. Но она просто во льду заледенела вся. Я как-то летом здесь проходил. Посмотрите на эти сосны, друзья. Ну, прям как будто в каком-то фильме мы находимся. Вообще, как будто в какой-то экспедиции за снежным человеком. Как будто на Северном полюсе. Вообще, для Крыма такого не характерно. Смотрите, у нас надвинулась прям туча из тумана, либо снега, непонятно. И видимость совсем потерялась. Вот, смотрите, открылся один из зубец Айпетри, на котором находится крест. Но все равно прям очень плохая видимость. Но хоть таким мы его сегодня увидим. Вид, конечно, друзья, невероятный. Смотрите, вниз как падать. Очень высоко неохота. Ну ладно, мы сейчас дойдем до самой высшей точки, и оттуда покажем вам виды. Ну что, мы на вершине. Вот этот мостик. Идти, друзья, опасно, потому что здесь много очень смотреть. Один зубец сегодня только видно, но хоть один мы с вами увидели. Конечно, ветер тут сильнейший. Давайте хотя бы до этой вышки дойдем сначала. Смотрите. Здесь очень скользко, поэтому не рискуйте, друзья. Нужно переходиться. Чтобы рука не примерзла к этой железке. Все, мы сегодня покорили Айпетри, одну из самых высоких гор почти, второй будет. Надо все-таки зайти. Сюда. Что скажешь? Экстрим кадры. Ой, здесь просто трещина. Я боюсь, что мимо наступлю. Ты снимаешь там? Смерть прямо в эфире. Блин, это страшнее, чем на Белой скале, я тебе скажу. Потому что ветер и лед. Ой, зубцы почти открылись. Здесь лед. Ветер нас не соскользнул вниз. Смотрите, где мы. Друзья, я думаю, такой контент точно никто никогда не повторит. Поддерживайте его максимально лайком. Вот там зубцы, если что, на фоне. Сейчас их тоже подсниму. Только их плохо сегодня видно. Зубцы Айпетри, они немножко нам открылись. Но, конечно, из-за того, что сильный ветер, здесь стоять опасно. Да и при том, что здесь еще очень-очень скользко возле обрыва. Чтобы вы понимали, камни все покрыты льдом. Смотрите. Воу! Какие я вам кадры сейчас покажу. Честно говоря, голова кружится. Воу! Кто еще вам такое покажет? Так, зубцы Айпетри открылись на секунду. Все. Ну что, вот мы спустились в плато. Тут у нас есть хорошая местная кафешка. Кафе Сильва называется. Армянская домашняя кухня. Армянская очень домашняя вкусно. Здесь кухня. уже питался в прошлый раз, или смотрели мои ролики, видели отсюда ролик. Сейчас пойдем снова попробуем их пищу, насколько она вкусная. И покажи нашу. Друзья, сегодня мы как попутешествовали. Сегодня, друзья, у нас минус бампер. Номер отвалился. Разбили бампер, к сожалению. Но контент требует жертв. Если вдруг есть добродушные люди, которые могут нам помочь донатами, номер карты будет в описании под нашими видеороликами. Отправляйте, любая сумма нам сейчас, конечно же, поможет, друзья, чтобы отремонтировать машину.
Так что ссылочка будет в описании, будем вам очень благодарны. Мы переместились в кафе Сильва на вершине горы Айпетри, смотрим меню, сейчас будем делать свой заказ. Я буду очень много заказывать еды, потому что я голодный. На первое блюдо я закажу лагман, на второе я закажу узбекский плов, на третье я закажу шашлык из свиной шеи, один шампур, и что-нибудь попить, скорее всего, чай из горных трав. Вот такой сегодня будет рацион. В принципе, цены здесь приемлемые. Сами можете поставить также на паузу и все детально рассмотреть. Вот так, друзья. Принесли нам чаек из горных трав. Очень ароматный. Действительно, видим, там разные травы в нем находятся. Ой, камера запотела. Сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, сейчас настоящий попробуем горный чай, как Александр сказал. Поделимся своими впечатлениями. Не знаю, давай сначала выпьем без сахара, а потом с сахаром. Давай, ты пробуй и рассказывай. Чай из чабреца, чувствуется чабрец. Не знаю, какие-то еще травы, ромашки здесь есть, видны. Не знаю, что еще может здесь. Липа вроде бы. Липа может, липа да. Не горная, это ж не горная трава. Какая еще здесь трава растет? В Крыму растет Иван-чай еще. Тоже горная, да, трава? Я не знаю, какие горные травы есть. Ну, не знаю, Крыму, друзья, очень чай вкусный. Ароматные, друзья. Пробуем. Шли наше первое блюдо. У Олега хашлама. Очень вкусная, друзья, хашлама. Насыщенный вкус. Чувствуется вкус трав. Также здесь есть... Это же мясо. Что там за мясо? Баранина, да. Вкус... Ого, здоровенный кусок вот, мяса. друзья, какая баранина. Вкус чувствуется зиры, во-первых, в бульоне. Картошечка так, друзья, есть, а у меня лагман. Вот такой лагманчик. Обожаю лагман. Здесь он очень выглядит аппетитно. Еще и на вкус очень вкусный. Лепешечка. И, конечно же, овощное ассорти. Посмотрите, какое шикарное. Ялтинский лучок, огурцы, помидоры, брынза, укроп и... Петрушка это или как называется? Кинза. Кинза, точно, кинза. Ну что, приступаем к поеданию первого блюда. Давай, я уже даже я сейчас от голода умру. Вот, переходим ко второму блюду. Друзья, шашлычок. Посмотрите, какой он аппетитный. Здесь вот такая еще такой соус домашний. Смотрите, какой мы стол набрали с голодухи. Голода большие запросы, как говорится. Просто все набирали, теперь бы это все нам успеть съесть. Друзья, очень вкусно. Всем советую посетить это заведение. Нам даже пообещали, сказали, если вы все не съедите, мы вам соберем все домой. Да, но я чувствую, тут придется реально домой собирать, потому что мы столько не одолеем. Хотя шашлычок я точно съем. Переходим к пробе шашлыка. Макаем соус. Вот так. Шашлык не может быть невкусным. Очень и очень, друзья, вкусно. Особенно, когда ты голодный, поесть шашлычок. На шашлык я место найду, пожалуй. Как прожарка. Сочный. Попробуешь, скажешь. Вот, друзья, очень вкусно. Обязательно будете тут, закажите себе шашлык. Так мы сегодня попутешествовали, поднялись на Айпетри. Мы единственные, кто туда сегодня поднялся. Очень вкусно покушали. Кстати, насколько я слышал чек? Чек 250. 250 за все эти блюда. Но, друзья, честно скажу вам, было действительно вкусно. Эти арсыты едут домой довольны. Надеюсь, и вам понравился этот видеоролик. Обязательно поддержите его максимально своими лайками. Напишите комментарии. Конечно же, поделитесь во всех своих социальных сетях. И приглашайте друзей на канал, потому что нас уже совсем скоро будет 150 тысяч зрителей. А это очень и очень много. Ну все, мы уже обратно спускаемся также по Айпетринской трассе. Дорога уже покрылась льдом, поэтому съезжать так сложновато, я вам скажу. Но мы, надеюсь, справимся. Также не забывайте, карточка в описании, кто хочет помочь, поддержать на ремонт бампера, потому что сегодняшняя наша поездка стоила нам очень дорого, так скажем. Поэтому очень надеемся на вашу поддержку, друзья. Отправляйте свой донат на восстановление бампера на машине. Ну я с вами прощаюсь, с вами был я, Александр Михаленко, Олег Вичтома. Подписывайтесь также на его канал, а мы с вами встретимся уже завтра в новом видеоролике. Всем пока!